First, I want to thank the organizers of the conference for the opportunity to speak to you today. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов за возможность говорить, выступать сегодня перед вами. I am fortunate to travel quite a bit, but I'll tell you the hospitality that I have seen over the past few days truly stands out. Я немало путешествую по миру, но так гостеприимство, которое я вижу в вашей стране, меня удивляет. So thank you very much. Большое спасибо. Enhanced recovery after surgery. I'm going to take a slightly more holistic approach to enhanced recovery as opposed to the previous speaker and talk about the entirety of the process as opposed to speaking, just focusing on the anesthetic aspects. В сегодняшнем своем докладе я немножечко поговорю о общих подходах к ускоренному восстановлению после хирургии, в отличие от анестезиологических аспектов, которые говорил предыдущий докладчик. The goal of ERAS in surgery is to make a positive impact from diagnosis through surgery to return of normal function. And it's not exclusively dependent on one measure, it's a pendulum or continuum of measures. Цель основная современного подхода к РАС – это пойти от диагноза пациента через хирургическое вмешательство к возврату к нормальному функционированию пациента. И это не только какая-то вот одна специфическое воздействие, это целый комплекс мероприятий. There is a lot of data on the subject in the literature, and some of that data was highlighted by the previous speaker, but overall, full ERAS adoption has been shown to reduce complications by as much as 50%, decrease length of stay by as much as 30%, and decrease readmissions as well, while reducing the cost of care. Сейчас в данное время очень много литературы, подтвержденной доказательной базы для использования данного протокола, и о чем может говорить только снижение 50% летальности, снижение на 30% времени нахождения в стационаре, снижение повторного поступления в стационар, ну и, конечно же, снижение стоимости терапии. Again, ERAS is a pathway, and I want to emphasize that single intervention, no matter how great, is not sufficient. Хотелось бы отметить, что РАС – это именно стратегия, и каким бы ни было хорошо вот единственный метод, он все равно не будет состоятельным, потому что это должно быть комплексное мероприятие. And contemporary ERAS includes preoperative, intraoperative, postoperative, and post-discharge components, which I will highlight during my lecture. РАС-стратегия включает в собой преоперативная помощь, интраоперативная, послеоперационная и послеклинический этап, который я буду представлять в своей лекции. And therefore, it requires buy-in from all providers that take care of the patients, including patients themselves, surgeons, anesthesiologists, and nurses involved in patient care. Данная стратегия требует вовлечения всех, включая пациента, хирургов, анестезиологов и младшего медицинского персонала в процесс данной стратегии. And as such, it requires continuous education of all people involved in the process and continuous monitoring of the process. И данная стратегия требует обучения каждого участника данного процесса и отслеживания эффективности данного обучения. And there are, again, multiple components. The components that we currently use at the Mayo Clinic are highlighted here. This is not all-inclusive. And I will go through these components one by one and highlight some of the data that goes into it. РАС – это все-таки длительная стратегия, которая включает полный спектр медицинских услуг. Как я и говорил, он разделяется на 4 основных этапа, куда вовлечены все люди, которые предоставляют эти медицинские услуги, и мы говорим об этом в каждой компоненте отдельно. What I also want to emphasize is that ERAS is not just a pathway, but it's also a clinical process.
As such, it requires continuous data analysis, it continuous data tracking. И хотелось бы еще раз отметить, что раз это не просто процесс, а требует анализа, и не просто анализа, а наличия электронного алгоритма мониторинга процесса ERAST, и надо постоянно проводить отслеживание этого процесса. Just to highlight some of the preoperative things that we use in our practice, preoperative intervention begins with patient counseling, setting patient expectations, and patient education. Чтобы вкратце поговорить о преоперационном периоде, хотелось бы отметить самое, наверное, основное в этом понятии. Это надо проводить обязательно консультации с пациентом. Надо понимать, что пациент ожидает от оперативного вмешательства и проводить обширный образовательный процесс с пациентом. Every patient undergoing major surgery in urology at the Mayo Clinic goes to a preoperative class which describes the elements of preoperative and perioperative care. Каждый пациент, который поступает на лечение в клинику МИО, приходит в так называемый преоперационный класс, где с ним проводят обучение и объясняют, что с ним будет происходить в момент лечения и как он должен себя вести. And we found that significantly decreases the length of hospital stay, or contributes to a significant decrease in the length of hospital stay. И мы поняли, что вот данный подход значительно снижает день нахождения больного в стационаре и его пребывания. We also pay a lot of attention to pre-admission nutritional support. Мы уделяем огромное внимание превентивной нутритивной поддержке пациента. And we have begun treating patients for hypoalbuminemia, anemia, and we've started using specialized immunonutrition in our practice. Мы уделяем огромное внимание лечению гипоальбуминемии, анемии и проводим специальное иммунное питание пациента, то есть иммунологическое. And we've seen that improvements can be seen in as few as 14 days. И мы увидели, что улучшение в статусе пациента мы можем проследить менее чем за 2 недели, 14 дней. And also preoperatively, as early as preoperatively, we start discussions with the individual patient for post-discharge care. И обязательно, перед тем, даже как поступает пациент в стационар, мы обязательно с ним обговариваем стратегии, что с ним будет происходить после выписки из стационара. In addition to these measures, we have started using carbohydrate-rich fluid intake. Как часть этих методов мы применяем высококалорийные жидкости в плане подготовки к оперативному вмешательству. Something that we've learned from our colorectal colleagues. То, что вы услышали от предыдущих коллег. We avoid mechanical and antibiotic bowel preparation, essentially in all patients. Мы избегаем механической либо антибиотик подготовки пациента кишечника перед оперативным вмешательством. We encourage smoking cessation and exercise as much as possible. Мы настаиваем на том, чтобы пациент бросил курить, и подготавливаем физически пациента, то есть расписываем ряд физических упражнений перед оперативным вмешательством. And this is some of the data that went into our thought process. This is one study, one of many, showing that nutritional deficiency before surgery almost triples chances of 90-day mortality after major surgery. Вот на данном слайде видите достаточно серьезное исследование, которое показывает, что питательная дисфункция и дефицит питательный снижает как минимум в 3 раза 90-дневную смертность у пациента в переоперационном периоде. There are multiple ways to measure nutritional deficiency. One that we utilize in our practice is by measuring sarcopenia, which is skeletal muscle wasting. Очень много методов оценки недостаточного питания у пациентов в операционном периоде, и мы используем саркопению, это скелетную мышечную массу пациента, как метод. And what we've seen is that sarcopenia is associated with increased mortality, 90-day mortality. As you can see in this graph, patients who are sarcopenic had a mortality rate of 7.8%
as compared to 1.6% in patients with no sarcopenia. Как вы видите на данном графике, саркопения связана очень сильно со снижением смертности, так у пациентов, у которых есть недостаток мышечной массы, у них смертность выше практически в 4 раза. But I'll tell you, if you can measure something, it doesn't necessarily mean that you can, unless you can change it, it's really meaningless. So measuring is only one piece of it, but you have to be able to do something about it if you can measure it. Обязательно, если вы измерили, то вы должны не просто измерить, а вы должны предпринимать какие-то действия в связи с тем, что вы поняли, что у пациента сниженная масса тела. And there is plenty of data, I'm just going to highlight some of it, showing that, for example, exercise program prior to surgery results in improvement in outcome. И очень большое количество данных, поэтому и как минимум вот данные исследования показывают, насколько хороши какие-то меры, которые мы применяем по поводу к этому заболеванию. And there are also studies, recent studies, showing an improvement in outcome in patients who have access to immune nutrition prior to, for example, cystectomy as major surgery. И как один из методов, это вот иммунное питание, которое и исследования показывают, что специальное иммунное питание на 33% снижает риск осложнений и на 39% снижает риск инфекции. As far as intraoperative interventions that we've utilized, one on the anesthetic end is we've tried to minimize intraoperative fluids as much as possible. And as counterbalance, we try to use or encourage use of vasopressors. И как одна из стратегий интраоперационного периода, которую мы используем, это минимизация объема инфузионной терапии, а вместо инфузионной терапии у нас есть стратегия использования вазопрессора в интраоперационном периоде. We have also found that the biggest leaps in recovery and hospital stay have occurred in our practice with introduction of minimally invasive surgery. И, конечно же, мы видим огромные успехи в том, что мы используем мини-инвазивные методы хирургического вмешательства. Just as discussed during the previous talk, we try to minimize narcotics during surgery as much as possible. Естественно, как и предыдущий докладчик говорил, мы усиленно используем минимизацию использования наркотиков для контроля боли в переоперационном периоде. We also found that you have to be as efficient as possible during surgery and try to minimize duration of surgery as much as possible. И хирурги в ответ тоже стратегически идут на то, что мы должны минимизировать длительность оперативного вмешательства, она должна быть как минимум менее чем 4 часа. We have data showing that if you can do surgery within 4 hours, there is a significant improvement in outcome, and as the duration of surgery increases, so do complication rates. И мы увидели, что вот эти 4 часа, если операция длится меньше 4 часов, то значительно лучший исход у пациентов, а если операция длится более 4 часов, то количество осложнений возрастает значительно. We have also made a concerted effort to minimize blood transfusions, and I will highlight on the next slide the strategies that we have employed. И как основная стратегия мы ограничиваем гемотрансфузии, это будет на следующем слайде. Blood transfusions historically are very common, and in major surgery, transfusion rates are as high as 60%. Исторически гемотрансфузия у нас проводилась практически в 60% оперативных вмешательств. Transfusions in the United States are extremely expensive, as much as $2,000 per bag. Гемотрансфузия очень дорогая в Соединенных Штатах, и стоимость гемотрансфузии колеблется от 1,5 до 2,000 за одну упаковку эритроцитального. We have found that blood transfusions are independently associated with increased complication rates across the board. И мы получили данные, что гемотрансфузия связана с очень большим количеством осложнений в переоперационном периоде. And we now have data that blood transfusions are associated with adverse cancer outcome.
И сейчас у нас есть убедительные данные, что гемотрансфузия приводит к осложнениям онкологического характера. This is a study from the Mayo Clinic Это исследование из клиники Мэйо, that showed that each unit of blood transfusion, each unit of blood transfused results in a 7% increase in the risk of death from bladder cancer, each unit transfused. И вот это данные клиники Мэйо, которые показывают, что каждая единица, каждая упаковка перелитая крови повышает на 7% риск смерти от рака мочевого пузыря. We have recently made dramatic strides in decreasing the frequency of blood transfusions, dramatic improvements. На данном этапе у нас более рестриктивная стратегия к снижению порога гемоглобина, после которого мы производим гемотрансфузию. And the strategies that we have employed to reduce our transfusion rates are shown on this slide. И стратегия вот по снижению этого порога показана на этом слайде. And among those four, the two that resulted in the biggest improvement are introduction of minimally invasive surgery and the introduction of tranexamic acid. И, естественно, еще другой стратегией ограничения – это использование роботизированной лапароскопической хирургии и использование транексамовой кислоты. As you know, tranexamic acid is a lysine analog that prevents clot breakdown. Естественно, вы все знаете, что транексамовая кислота – это аналог лизина, который предотвращает образование сгустков. And it's been shown to reduce the need for blood transfusion for multiple types of surgery. И в различных видах хирургии использование транексамовой кислоты снижает необходимость гемотрансфузии. In our practice, what we found is that once we made the change to routine use of blood transfusion, и это наше исследование, которое показывает, что транексамовая кислота снижает необходимость в переливании крови. in this particular study, we compared more recent patients that had the tranexamic acid with historic controls that did not. В данном исследовании мы проконтролировали пациентов, которым мы давали транексамовую кислоту, и исторические пациенты, которым мы не применяли данную стратегию. And what we found that across the board, use of tranexamic acid resulted in decreased transfusion risk regardless of preoperative hemoglobin. И мы увидели, что транексамовая кислота снижает трансфузионный риск, не обращая внимания на переоперационный уровень гемоглобина. And we also found that tranexamic acid appears to be safe. Specifically, we did not see an increased risk of DVTs or PEs within 30 days of radical cystectomy. И мы увидели, что транексамовая кислота используется достаточно безопасно, и мы не увидели повышения риска тромбоза глубоких вен или тромбоза легочных артерий. What we also found that it is cheap and significantly cheaper than blood transfusion, and overall the introduction of tranexamic acid has resulted in decreased cost of care for, in particular, cystectomy patients. Ну и, естественно, мы изучили экономическую сторону вопроса и видели, что использование транексамовой кислоты значительно снижает стоимость лечения наших случаев. As compared to blood transfusion. По сравнению с переливанием крови. Postoperatively, some of the points of emphasis in our practice have been no postoperative use of a nasogastric tube. В послеоперационном периоде, в первую очередь, мы не используем желудочные назогастральные зонды. We are very aggressive in early feeding of our patients. У нас очень агрессивные стратегии в раннем операльном питании. By postoperative day 2, majority of our patients have general diet. На второй день терапии большинство наших пациентов, у них общий стол. We have instituted the use of alvimipam. I'm not quite sure if it's available in Ukraine. У нас очень большой опыт использования альмивапана. Я не знаю, используется ли данный препарат в Украине. We encourage aggressive ambulation.
мы способствуем активной ранней активизации пациентов. And in our practice, long-term VTE prophylaxis has become standard. И в нашей практике в профилактике тромбоэмболии 30-дневная это стандарт. A couple of words about alvimapan. Несколько слов о альвимапане. This is a randomized controlled trial that's in the literature, comparing patients who had alvimapan versus did not. Здесь представлено рандомизированное исследование у пациентов, которые использовали данный препарат, которые не использовали. Incidentally, alvimapan is a mu-opioid receptor antagonist, for those of you who are not familiar with the drug. Для тех, кто не знаком с данным препаратом, альвимапан – это антагонист миопиоидных рецепторов. And this randomized controlled trial showed that use of alvimapan has resulted in decreased time to gastrointestinal recovery, decrease in ileus-related morbidity, as well as length of stay. И использование данного препарата снижает время восстановления желудочно-кишечного тракта, снижает смертность от заболеваний, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, и снижает время нахождения в стационаре. Now, this is a drug that needs to be started before surgery. Это препарат, который должен применяться до хирургического вмешательства. And alone, this drug does not equal enhanced recovery protocol. This is just one component that we have found helpful. И, конечно же, стоит отметить, что один этот препарат – это не стратегия. Этот препарат должен использоваться полностью в стратегии установления РАС пациента. After procedure, post-discharge, we have focused our attention on continuing VTE prophylaxis for 30 days. That's standard in our practice, and I'll show you some data on that. И если говорить о периоде выписки после стационара, то мы тромбопрофилактику проводим в течение 30 дней после выписки стационара. У нас стандарты, мы в дальнейшем на слайдах это увидим. A very important element of post-discharge care is keeping in touch with the patient. Очень важным моментом является то, что клиника должна быть все время в контакте с пациентом после выписки. And this can be in the form of phone calls, video encounters, and others. Это проходит в форме телефонных звонков, видеоконференций и другие методы. And there is now data that shows that if you keep in touch with patients, there is a dramatic reduction in the frequency of readmissions. И у нас есть явные доказательства, что использование такой стратегии, когда мы в контакте с пациентом, снижает повторное возвращение пациента в стационар. And this is a way for us to intervene early before the patient has the need to come back to the hospital. И это для нас выход предотвратить рано, если с пациентом что-то случается, до того, как он попадет в стационар. And these video and audio sessions also allow us to audit compliance. It allows us to see if the patient is compliant with the measures and the protocol that they're a part of. И данный метод позволяет нам не только понять, на что жалуется пациент, но и понять нам, как пациент исполняет наши предписания, которые мы расписали после терапии. This is the data, and there is more than this. This is just a couple of studies that show what extended DVT prophylaxis does to mortality. И это просто одно исследование из множества, и на самом деле их очень много, которые показывают, что как тромбопрофилактика после операционного, после нахождения в стационаре влияет на различные показатели. Including the rate of VTE. Включая количество тромбоосложнений в послеоперационном периоде. 90-дневный период после оперативного вмешательства. And as you can see, majority of the data shows that routine use of long-term DVT prophylaxis results in 2 to 3-fold reduction in the frequency of DVTs. И как мы видим вот по этим данным, что использование 30-дневной тромбопрофилактики после оперативного вмешательства снижает 90-дневное количество осложнений минимум в 3 раза. So what is the current state of ERAS? Что же все-таки, какое нынешнее состояние данной стратегии? There is lots of data in the literature. Some of it is from colorectal surgery, some of it is from urology and other fields in surgery.
Конечно, есть огромное количество данных, которое идет из колоректальной хирургии и из урологии. However, majority of the data out there looks at multi-feature protocols as opposed to specifically examining individual features, which has been a barrier to furthering our knowledge of enhanced recovery. Конечно, существует много составные протоколы, которые изучают каждую отдельную часть данных протоколов раз и помогают нам в дальнейшем развивать данную стратегию. But what the data shows is that ERAS in the current day and age is associated with shorter hospitalization, improved bowel function, earlier return to normal activity, while maintaining similar rates of readmission or decreasing rates of readmissions, and also while resulting in fewer complications. Но все, что мы можем, основное, что можно сказать, какие преимущества у данной стратегии, это, конечно же, госпитализация становится все короче, восстановление кишечника значительно улучшается, раньше пациент возвращается к нормальной активности, значительно уменьшено количество повторного поступления в стационар и, конечно же, с меньшим количеством осложнений. Unfortunately, there are barriers, even in the United States, to ERAS implementation. К сожалению, даже в Соединенных Штатах есть барьеры к осуществлению данной стратегии. Unfortunately, for example, in urology, majority of radical cystectomies are still performed at low-volume centers. К сожалению, даже в США, даже в урологии, большинство радикальных цистектомий проводятся в больницах с небольшим количеством коек. Lower volume of procedures. И меньшим... And this, of course, leads to slower adaptation of enhanced recovery protocols. И это замедляет адаптацию данных протоколов. Additionally, in the United States, in certain regions, the providers are incentivized to keep patients in the hospital longer. The longer the patient stays, the more they get paid. Это еще усложняет то, что чем больше пациент находится в клинике, и чем больше методов предъявляется, тем дороже будет его лечение, и госпиталь больше заработает. Another barrier is patient perception. Some patients feel like you're trying to speed them through the process and you're trying to kick them out of the hospital as soon as possible. Еще одной из причин это восприятие пациентом этого всего процесса. И самое главное, что у пациента не было чувства, что его хотят как можно быстрее выписать из больницы. And that's why we found that patient education is an absolutely critical component of what we do. И поэтому мы пришли к выводу, что обучение пациента это критически важный компонент во всей этой стратегии. In conclusion, hopefully I've been able to impart on you that again, ERAS is not one measure or three measures, it's a continuum of measures or interventions designed to enhance recovery. И надо понимать, что РАС это не одна, две, три меры, это комплекс мер, который ведет к скорейшему восстановлению пациента. And I think moving forward, what we as a field need, whether it's in anesthesia, urology, general surgery, or surgery in general, what we need is a standardized pathway and consistent evaluation of outcomes. И, конечно, то, что нам нужно во всех участниках процесса, это... So we need a consistent way of evaluating outcomes. У нас должен быть определенный путь для того, чтобы улучшать исходы от лечения при данной стратегии. On that note, I thank you very much for your attention and I'll be happy to take questions.